Вчера случилось беспрецедентное событие. Не в смысле великое или почему-то значимое, но просто такого раньше не было. Обращение Владимира Путина к гражданам, назначенное на 8 вечера по Москве, больше 2 часов висело анонсом на сайтах федеральных телеканалов, и это было ожидаемо. Но потом вовсе исчезло. Вот такого еще не было. В итоге, согласно неофициальным сообщениям, но вполне однозначным утечкам, обращение будет сегодня утром, через пару часов после выхода этого ролика. Впрочем, интриги тут особой нет. Гадать о содержании этого обращения особо не приходится. Анонс шел прямо в стык с назначением референдумов на оккупированных территориях и обогащением Уголовного кодекса России целой пачкой новых составов преступлений на случай мобилизации. Понятно, что речь будет идти о признании итогов еще не состоявшихся референдумов, о включении оккупированных территорий в состав России и, как следствие, о какой-то форме ультиматума Украине с требованием убрать свои войска с российской территории. Чтобы угрозы свои подтвердить и усилить, будет объявлено о какой-то частичной мобилизации. Дескать, теперь мы воюем всерьез. Объявлен суперконкретный этап спецоперации. Бойтесь. Вопрос референдумов обсуждать совсем неинтересно. Люди, искренне презирающие закон, любую правовую норму, пытаются теперь этой правовой нормой прикрыться. Понятно, что любые бумажки, порожденные российским руководством, будут иметь значение только для него же самого. А от путинских ультиматумов за полгода все настолько утомились, что их слушать не страшно, а тошно. Другое дело мобилизация. Это на чужой территории Путин успешно получает по щам, но своим гражданам жизнь испортить ему никто не помешает. Об этом мы поговорим в нашем ролике, который писался и выйдет до обращения Путина, если таковое вообще состоится. Сейчас начнем. Сначала напомню для зрителей из Латвии и Литвы. Я на следующей неделе буду там, и у нас аукцион есть на книги с подписями. Посмотрите в описании детали, если вам интересно. Ну, начинаем. Так что там с мобилизацией? Давайте пройдемся по фактам. Факт первый. Еще с весны в России идет сбор добровольцев. Ну, не совсем добровольцев, конечно, а тех, кто готов ненасильственно поехать на войну хоть на каких-нибудь условиях. Если с самого начала речь шла о людях в каком-то разумном возрасте, с каким-то военным прошлым, хотя бы со срочной службой или военной кафедрой за спиной, то к лету стали брать просто кого угодно. Если ты уж совсем никак не годен напрямую в армию попасть, совсем автомат в руках не удержишь, то одна из многих ЧВК или региональный батальон тебя все равно возьмет. Но призывников этих без слез было не взглянуть. Мужики под 50, того типа, что по утрам на остановках десятку прохожих на опохмел стреляют, которые даже 20 лет, 3 развода и 7 приступов белой горячки назад вряд ли бы осилили марш-бросок дальше ларька за углом. Этим людям предлагали не просто большие деньги. Дело не в номинальных 200-300 тысячах рублей в месяц. Этим людям предлагали порядки величин из другой вселенной. В их регионах, в их райцентрах и поселках городского типа не бывает шестизначных сумм. Но даже на таких условиях, даже без ограничений, даже в такой бедной стране, как Россия, где немало медвежьих углов с реальными зарплатами ниже МРОТа, где миллионы людей влачат нищенское существование безо всяких перспектив из него выскочить, со всей 140-миллионной страны наскребли жалкие 10 тысяч человек для 3-го армейского корпуса из искомых 15. Совершенно все, кто имел потребность поехать на войну, по зову сердца ли, поддавшись пропаганде ли, за деньги ли, уже на войне. Им были созданы все условия. Сторожем на овощебазу сейчас сложнее устроиться, чем встать под ружье. То есть буквально каждого человека сверх того, что есть, придется вызывать повестками, разыскивать, угрожать, вылавливать, давить через начальство и так далее. Своими ножками кто мог, тот уже пришел. А чтобы мобилизация имела смысл, нужно собрать не 15 тысяч человек, нужно собрать минимум 150, а то и 200 тысяч человек. Факт второй. Весенний призыв в России был провален. Он проходил с 1 апреля по 15 июля. То есть основная его часть легла на то время, когда на фронте все еще было не так плохо. В апреле-мае оптимизма и энтузиазма было намного больше, чем сейчас. Но даже при том, что срочников, по крайней мере массово, пока не посылают в зону активной войны, из 134 тысяч человек
плана призвать удалось только 90 тысяч. Это официальные цифры. Мы не знаем, что на самом деле, но даже по официальным цифрам недобор ровно треть. Это огромный недобор. И случился он до всякого контрнаступления, до всякого изюма, в то время, пока пропаганда кормила зрителя только победами. Несмотря на это, культурный феномен, который складывался в нашем обществе поколениями, ни в чем не спорить с государством и ни слову его не верить, этот феномен сработал безупречно. Не прошел 20 век, не прошла советская власть для нас даром. Тезисы кремлевской методички русский человек перескажет как отче наш. Любой поселковый слесарь Соловьеву текст в ухо может диктовать. И, конечно же, никаких срочников никогда никуда не отправят. Но когда таки будут отправлять, ты будешь уже очень далеко от мамы с папой, адвоката, знакомого кардиолога с нужной справкой, от бабушкиной квартиры, где можно отсидеться. Ты будешь в полной власти родного государства, и дай-то бог сможешь позвонить родителям до того, как на тебя придет похоронка. Не надо недооценивать собственный народ, считать их недоумками инфантильными. Лоялизм в России – это не любовь, не преданность, не уважение и недоверие к власти. Это просто способ выживания. Цену своему государству и его словам все очень хорошо понимают. Факт третий. Обреченность затеи с мобилизацией осознают даже ее авторы. Нельзя еще понятнее это сказать, чем мобилизация Уголовного кодекса. Мы способны собрать хоть сколько-то людей, мы способны победить повальное дезертирство в нашей армии одними лишь свирепыми полицейскими мерами, больше ничем. Мы не можем рассчитывать, что на миллион разосланных нами повесток к нам добровольно явится хотя бы пара десятков тысяч человек. А с ростом охвата доля будет только падать. Мы осознаем, что прямо в момент объявления мобилизации в буквальном смысле победим наркотики. Потому что весь криминальный бизнес страны перейдет сначала на липовые справки, следом на шелтеры для мобилизованных, а в конце на комфортабельные автобусные туры мимо блокпостов с вручением на конечной станции узбекского паспорта под ключ. Благо Россия – страшно коррумпированная страна, по южной границе которой идут еще более коррумпированные страны. Где, надо думать, у любого Борисова Ивана Степановича найдутся корни непосредственно от Тамерлана. По тарифу все включено за ценник 2 недель в Дубае. Есть вещи, которые нельзя не видеть и буквально не чувствовать кожей. Понятно же, что кроме самой маргинальной, самой отбитой аудитории Z-каналов, идея массового сбора молодых мужчин на войну будет встречена в штыки буквально всеми. Лоялистами и оппонентами, либералами и консерваторами, богатыми и бедными, столичными программистами и деревенскими трактористами, молодыми и пожилыми, семейными и одинокими. Никто этому не обрадуется. Все будут искать спасения для себя и близких. Да и сама аудитория читателей Z-каналов в том же списке. Те из них, кто хотел на войну, давно на ней оказались. Все остальные лишь требуют мобилизации для кого угодно, но только не для себя и своих близких. Можно открыть комментарии и почитать уже сегодня. Агрессивный лоялизм этих людей закончится сразу, едва в дверь постучит военком с повесткой. Мы не знаем, столкнется ли попытка мобилизации с массовым открытым протестом. В нынешней ситуации возможно все, но совершенно точно, в чем можно не сомневаться ни единой секунды, хоть сколько-то массовый призыв столкнется с саботажем на всех уровнях. С массовым взяточничеством, укрывательством, приписками, дезертирством. Имена из списков будут исчезать, сами списки будут пропадать, люди либо физически, либо формально исчезнут с адресов регистрации. И это без учета массовой миграции. Миграция не тех, кто против войны по этическим соображениям, как это было полгода назад, но тех, кто хочет уехать в полном комплекте конечностей. И это будет совсем другой порядок величин. Авиасейлс вон уже вчера падал, а ведь ничего еще не случилось. Что делает Сергей Собянин, открывая призывной пункт для мигрантов в Сахарово? Рассчитывает невесть откуда набрать тысячи или десятки тысяч граждан Средней Азии, которые будут умирать в окопах за счастье обладания российским паспортом вне очереди? Нет. Он буквально говорит москвичам: все хорошо, это вас снова не касается. За Москву поедет гибнуть Душанбе. Кушайте свой стейк сухой выдержки в бучере. Вот и кушайте, дай вам бог здоровья. А Путина даже не слушайте. Это не для вас, я все порешаю. Он-то понимает, что никакой мобилизации в Москве не будет. В Москве будет паника с непредсказуемыми последствиями.
При всем уважении к масштабу личности, никакой Алексей Навальный никогда не выведет на улицы столько людей, как это может сделать простой, банальный и первобытный страх смерти. Администраторы все прекрасно понимают. Но единственный ответ, который был найден за 20 лет на любую проблему, это приложить к больному месту уголовный срок. Не помогает 3 года, а поможет 5. Не работает 5, значит 15 точно сработает. Факт 4. Армия мертва. Из опыта нынешней войны и из настроений в обществе совершенно очевидно, что даже на то, чтобы просто собрать пару сотен тысяч человек, выскоблить их из конспиративных квартир и отловить на работе, уйдут месяцы. Что эта задача точно не будет решена в этом году, особенно на фоне всеобщего саботажа, и крайне маловероятно, что что-то изменится к годовщине войны, к концу февраля. А потом всех этих людей, которые, может быть, лет 20 назад в свои 19 знали, каким концом автомат стреляет и где у танка рычаги, а теперь помнят только график платежей по ипотеке и расписание кружков у ребенка, их еще надо превратить в солдат. Для этого нужны тысячи инструкторов, десятки тысяч опытных сержантов и младших офицеров. Для этого нужна свободная и работоспособная техника в огромном, 1000 единиц, количестве. Все это богатство сожгли в первые полгода войны. Эти младшие офицеры, эти сержанты, эти опытные солдаты, которых можно конвертировать в инструкторов, ехали брать Киев за 3 дня и остались в его окрестностях. Они высаживались на остров Змеиный, тренируя ценой своей жизни операторов-байрактаров. Они брали Мариуполь и усеяли с собой его улицы. Они долбились об укрепленные позиции во имя взятия руин на месте поселка Пески. Их нет. Нет хорошей жизни мобилизуют уголовников. Реально профессиональная армия в России была невелика, но понесла чудовищные потери. Она была просто бездарно сожжена. Без профессионального обучения менеджер по продаже финансовых продуктов не станет солдатом. Он даже не станет нулем. Он будет отрицательной боевой единицей, чья неспособность ориентироваться на поле боя будет стоить жизни сослуживцам. Факт 5. Момент упущен. Что сейчас не говори, как не нагоняй из стальных ноток в канцелярскую речь, как не напрягай мышцу бороды, как не строй из себя победоносного командира, но самый последний деревенский алкаш сейчас понимает, мобилизации затыкают дыры. Все пошло не так. Маленькой победоносной войны не получилось. В воздухе отчетливый дух поражения. Если весной, может, у кого-то даже летом сохранялось чувство «сейчас как наваляем этим укропом», то сейчас-то понятно, что засунули башку туда, где не пролазит задница. Что и армия какая-то не такая, и командование поблекло, а верховный главнокомандующий вообще бледнеет с каждым днем. Пропаганда переключилась с унижения противника на замену этого противника. Теперь они проигрывают не какой-то там украинской армии, они проигрывают всему НАТО в лице чернокожих наемников. Но это вообще ничему не помогает. Какая разница, кому вы проигрываете, если вы проигрываете? Какая разница, это соседский парень тебе морду набил или выдуманная толпа мордоворотов с другого района? Ты домой вернулся с побитой рожей. Это факт. Главное настроение в среде лоялистов сейчас не жажда мести. Их главное настроение – апатия. Кризис веры. Им 20 лет внушали, что Путин всемогущ и сам черт ему не брат. Что он, если уж что решил, то выпьет обязательно. А тут провал за провалом. Если вам кажется, что одни мы видим эту панику, эти хаотичные движения, как у курсанта автошколы на первом выезде в город, то, опять же, не нужно считать своих сограждан, даже если они по другую сторону баррикад, какими-то несмышленными или тупыми. Тем, кто искренне считал Путина суперменом, это все намного виднее, чем нам. Мы же с вами всегда знали, что плащ он пошил из шторы, что не летает и не стреляет из глаз лазерами. Для нас ничего нового, а кто-то же верил. Кто-то верил, что правда летает. Разочарование, не ненависть, это чувство куда сильнее. Мобилизацию, видимо, удалось бы провести в первые дни войны, причем сравнительно успешно. Удалось бы провести, когда российская армия стояла возле Киева и брала город за городом. Но не спустя полгода, не спустя череду поражений. Как ни странно, Маргарита Симоньян в этот раз не соврала. Попытка аннексии оккупированных территорий, объявление мобилизации и военного положения – все это действительно ход ва-банк. Дороги назад не будет. Никакими витиеватыми бюрократическими конструкциями больше не прикроешься.
Не скажешь, что мы ничего не начинали и что кусок территории, объявленный своим, не входил в цели спецоперации. Не будет никакой заморозки и никакого 2015-го на новый лад. Будет либо победа, либо поражение. Только с чем ты идешь-то на этот ва-банк? Что ты можешь показать украинцам из того, что они еще не видели? Обстрелы жилых массивов и гражданской инфраструктуры? Было и продолжается каждый день. Пригонишь на украинские пулеметы продавцов, консультантов и барменов? Так это тоже проходили. Не очень понятно, чем донбасские мобики хуже всероссийских. Разве что донбасских проще и безопаснее отлавливать. Не страшно объявить военное положение и мобилизацию? Грозно вращать глазами и грозить всему миру? Это все можно. По-настоящему страшно, если ты всех мобилизовал, и никто не пришел. Страшно, если ты грозно вращал, а никто не испугался. Самые жуткие режимы испаряются не тогда, когда творят кровавую хтонь. Самые жуткие режимы испаряются тогда, когда становятся жалкими. И наш на пути туда. До завтра.